Это история про то, как я придумал реальность. Однажды случилось кое-что странное. Я провел линию, затем еще одну и еще. В повторе возник ритм, а в ритме значение. Этот узор был без функции. Но в нем впервые отпечаталась моя мысль. Отблеск чего-то внутреннего. Мгновение осознания. В тот момент я навсегда сделал переход от простого существования к символическому восприятию мира. Я понял, что мир можно не только жить, но и означать. У меня еще нет богов, но уже появилась вера в абстрактное. Я сделал бусы и украсил себя. Я захотел быть замеченным и быть отмеченным. Бусы — это форма моего «я», обозначение присутствия. Я оставил отпечаток ладони, чтобы зацепиться за реальность. Я оставляю след, значит, я существую. Мои ладони на стене — это жест присутствия. Я есть. Я здесь. Теперь мир — это место, где можно оставить себя. Я рисую зверя. Зверь — это все для меня. Без зверя — смерть. Я рисую его, чтобы он был здесь. Я рисую не того зверя, которого вижу, а того, который появится. Я верю, что если зверь появится в образе, он появится и в реальности. Я вылепил женское тело с подчеркнутым животом и грудью. Это не натурализм. Это концентрация моей идеи. Женское тело дает жизнь, как земля дает плод. Эту фигуру я сделал образом мира, собранного в одну форму. Через нее я понимал рождение, время и землю. Я создал первую модель сакрального пространства. Теперь пещера — это место, где я воспроизвожу мир. Мир не описывается, а воссоздается через обряды, рисунки и жертвоприношения. Там ритуалы. Ритм шагов, ритм ударов, ритм линий. Я общаюсь с невидимым. Есть особенный человек, который делает это лучше меня. Проводник между мирами. Шаман. Он надевает маску и становится зверем, духом, ветром. Но с силами нельзя просто говорить. Нужно отдать что-то взамен. Я верю. Обмен с невидимыми силами удерживает порядок между мирами. Я не один. Я часть племени. Я ношу те же знаки. Танцую в одном круге. Я живу в вере. Мы есть, значит, я есть. Я — это мы.
Я чувствую свою идентичность через общее. Я впервые храню так, чтобы придать значимость. Я кладу тело как символ. Посыпаю охрой, сгибаю ноги, кладу рядом кость, бусины. Я не знаю, есть ли дальше. Но знаю, этот человек был, и он важен. Я оставляю мертвого, как оставлял отпечатки своих ладоней на стене. Погребение становится моим следом, способом не исчезнуть. Я оставляю след, чтобы остаться. Я упорядочиваю мир, отмечаю дни. Солнце, луна, посев, урожай, жизнь, смерть. Все уходит и возвращается. Время — круг, время — повтор. Я еще не знаю чисел, но уже чувствую ритм. Ритм делает мир устойчивым. Я кладу зерно в землю, как семя в женщину. Я верю. Теперь я могу контролировать жизнь. Мне кажется, свобода. Но зерно требует ухода. Поле требует труда. Я больше не иду туда, куда хочу. Я не выбираю, когда отдыхать. Я не выбираю, что есть. Я больше не свободен от непогоды. Я подчинил жизнь зерну и не заметил этого. Я думал, что приручил пшеницу, но это она приручила меня. Мой дом рядом с полем. Мое тело подчинено циклу. Мое мышление встроено в повтор. Ритм становится способом быть. Контроль — самая убедительная форма иллюзии свободы. Обратного пути нет. Я пленник своих же идей. Я отмечаю место. Это не простая земля. Это пространство, в котором есть смысл. Я разделил внутри и снаружи. Здесь священное, там обычное. Мир становится многослойным. Я все больше подчиняюсь жрецу, потому что он сильнее меня. Он знает то, чего я не знаю, чтобы говорить с невидимым. Жрецы не боги, но они ближе к богам, чем я. Власть рождается не из силы, а из интерпретации мира. Я хороню мертвых уже как путников. Я кладу их в позе, с дарами, по правилам. Смерть больше не конец. Это переход. Мир выстраивается в вертикаль. Я больше не живу в равном пространстве. Я живу в иерархии слоев. Я создал порядок. Я создал власть. Я создал образ мира, в котором каждый знает свое место.
Я научился считать мир. Я ввожу число, меру, имя. Фиксирую. Записанное существует. Незаписанное исчезает. Я не доверяю ощущению. Мир больше не очевиден. Он не чувствуется. Его нужно интерпретировать. Я начинаю жить внутри воображаемых систем. Письмо, число, мера, закон. Я больше не живу в мире. Я живу в описании мира. Я создаю город как модель мира. Каждый знает, где его место. Пространство больше не свободно. Оно организовано. Мир — это иерархия. Я создаю царя. Теперь, чтобы управлять мною, не нужно быть рядом. Не нужно быть человеком. Достаточно имени, печати, закона, символ. Цари не боги, но они ближе к богам, чем я. Я создал закон. Он больше не мой голос. Власть правящих не обсуждается. Я верю в невидимую власть, которая сильнее меня. Я создаю деньги. Ценность больше не в вещи, а в согласии. Монета действует, потому что мы договорились верить. Обмен становится абстрактным. Долг — записью. Обещание — документом. Мир начинает двигаться по знакам. Я создаю письмо, слово перестает быть звуком. Оно становится объектом. Оно остается, когда меня нет. Если что-то написано, это считается правдой, даже если я умер. Так появляется мир, который помнит сам себя. Я начинаю видеть мир как систему. Пространство — это карта. Время — это календарь. Тело — это пропорция. Город — это схема. Порядок — это расчет. Я верю. Если все измерить, все станет понятным. Мышление становится архитектурой. Все становится моделью. Я больше не живу в мире. Я живу внутри структуры, которую сам придумал. Я подчинился не богам и не людям. Я подчинился правилам. Порядок стал моей новой верой. Я больше не ищу порядок в мире. Я ищу выход из него. Мир перестает быть домом. Он становится испытанием. Я живу внутри боли, болезни, утраты. И теперь я верю, так и должно быть. Страдание — не ошибка. Страдание — знак. Реальность больше не цель. Она — путь. Я верю, что истина не здесь. Она выше, дальше, после. Моя жизнь не жизнь, а подготовка. Я больше не строю мир. Я терплю его. Я принимаю боль, потому что за ней обещано спасение. Я соглашаюсь на унижение тела, чтобы возвысить душу.
Я создаю страдающего Бога. Он не побеждает силой, он умирает. Я вижу, если сам Бог прошел через боль, значит и моя боль имеет смысл. Слабость становится силой, жертва — победой. Я создаю образ освобождения без борьбы. Я учусь уходить от желания, от страха, от привязанности. Если мир — страдания, то выход не в изменении мира, а в изменении взгляда. Я гашу себя, чтобы исчезла боль. Спасение — это тишина. Я создаю радостного Бога. Он играет, Он любит, Он смеется. Я больше не прячу сердце. Я открываю его, пою имя, кружу в восторге, плачу от счастья, потому что Он здесь и сейчас. В каждом звуке, в каждом взгляде, в каждой капле радости. Мир перестает быть тюрьмой. Он становится лилой, божественной игрой. Я люблю без причины, без страха и без конца. Любовь не слабость. Я не очищаюсь через боль. Я не исчезаю в пустоте. Я переполняюсь. Я говорю со словом. Я повторяю имя, фразу, звук. Молитва не просьба, а состояние. Слово становится мостом между мной и тем, чего я не вижу. Я больше не действую. Я взываю. Я верю книге. Теперь истина записана. Она открыта. Книга знает больше, чем я. Если что-то написано, значит, так устроен мир. Я подчиняю жизнь тексту. Я создаю карту места после смерти. Теперь мир продолжается. Здесь испытание. Там награда или наказание. Мой поступок больше не исчезает. Он взвешивается. Я живу под взглядом суда. Я вхожу в храм. Камень тянется вверх. Я иду. Я оставляю дом и все прошлое. Путь важнее цели. История больше не круг. Она стрела. Она направлена к концу. Мир не цикличен. Я живу в ожидании финала. Я теряю, и в этом моя сила. Я отказываюсь от плоти, от собственности, от желаний. Чем меньше у меня здесь, тем больше обещано там. Потеря становится приобретением. Я больше не центр мира. Я виновен по умолчанию. Я спасаюсь не знанием и не действием, а верой. Вера — не выбор. Вера — необходимость. Я больше не живу в реальности. Я живу в обещании. Я меняю основание мира. Точка отсчета больше не вовне, она во мне. Я не объясняю реальность через небо. Я начинаю объяснять ее через себя. Мое тело перестает быть носителем греха. Оно становится единицей измерения. Я верю, если тело соразмерно, мир соразмерен. Я вписываю себя в круг и квадрат, и мир подчиняется геометрии моего образа. Мир соразмерен мне. Пространство сходится в точке. Реальность больше не плоская и не символическая. Она видимая, такой, как я ее вижу. Я изобретаю я, не как душу, как форму уникальности. Лицо, характер. Я существую как единичное.
Я возвращаю старые идеи, потому что они удобно ложатся на новое основание. Разум. Мера. Логос. Я называю это возрождением, но на самом деле это реконструкция. Я выбираю прошлое, которое поддерживает мою новую иллюзию. Я печатаю. Смысл отрывается от тела. Моя истина перестает быть редкой и сакральной. Она становится массовой. Я выхожу из центра мироздания, но впервые становлюсь центром своего опыта. Я больше не жду конца света. Я хочу понять, как он устроен. Искусство больше не служит вере. Оно служит смыслом. Я тестирую. Если я изменю смысл, изменится ли реальность? И она меняется. Потому что реальность всегда менялась от смысла. И если изменить свое представление о человеке, мир снова исчезнет и соберется заново. Я решаю проверить мир. Мне больше недостаточно видеть. Я хочу доказать. Если я могу измерить, значит, это существует. Тело больше не мера. Оно слишком субъективно. Я выношу точку отсчета из себя и помещаю ее в разум. Разум становится новым основанием мира. Я отделяю себя от реальности. Я больше не внутри. Я напротив. Мир становится объектом. Я — наблюдателем. Я удлиняю глаз телескопом. Я сжимаю время формулой. Я усиливаю руку механизмом. Я нахожу закон. Формула удобнее хаоса. Я записываю движение, массу, силу и говорю: вот как устроена реальность. Я не убиваю Бога. Я упрощаю его. Теперь он архитектор. Он больше не вмешивается. Он однажды запустил механизм и ушел. Мир можно изучать без молитвы. Природа становится системой. Тайна — это просто недоизмеренное. Истина больше не откровение. Истина — процедура. Я начинаю проектировать будущее. Если мир — механизм, его можно улучшить. Я придумываю идеальное общество, рациональные города, правильного человека. Утопия становится инженерной задачей. Раньше мир держался на Боге, потом на человеке, теперь на формуле. Если формула изменится, мир исчезнет и соберется заново. Мой разум сталкивается с пределом. Мир слишком велик, слишком сложен, слишком быстрый. Я больше не могу удерживать его один. Я растворяюсь в толпе. Я придумываю народ как образ. Народ нельзя увидеть целиком, но в него можно поверить. И если я часть народа, я больше, чем я. Я поднимаю флаг, и появляется идентичность. Под флагом можно умереть и считать это смыслом. Я пою гимн. Мой голос исчезает в хоре. Единство звучит громче истины. Я создаю вождя. Он больше, чем я, потому что в нем собраны все. Я называю разрушение обновлением, революцию — очищением, войну — необходимостью. Смерть обретает форму смысла, если она коллективна. Голос звучит громко. Один голос — миллионы сознаний. Я продаю не вещь, а образ жизни. Не объект, а мечту. Я люблю образ, которого не знаю. Я превращается в бренд.
И если я исчезну, образ останется. Он продолжает жить сам. В массовом мифе, в потоке сознаний. Мое тело становится лишним. Его слишком сложно учитывать. Я упрощаю себя. Я превращаю действие в сигнал. Присутствие — в запись, а жизнь — в данные. Я соединяю все со всем. Я включен в сеть. Сеть без центра, без начала, без конца. Мир больше не иерархия, он сеть. Я больше не субъект. Я узел. Я точка пересечения сигналов. Через меня проходит поток. Я перенаправляю. Мое значение в количестве связей. Я описываю мир кодом, инструкциями. Я больше не вижу мир напрямую. Я вижу его через экран. Мир теперь то, что мне показывают. Я кликаю и считаю это выбором. Но выбор уже сделан за меня. Я создаю тело без плоти. Это я, без веса, без возраста, без внешности. Меня можно копировать, меня можно удалить. Я сокращаю чувства до знака. Эмоция становится интерфейсом. Я больше не ищу смысл. Я скроллю. Видео сменяет видео. Образ вытесняет образ. Я больше не создаю свою реальность. Она уже создана. Автор становится лишним. Я спрашиваю, система отвечает. Я думаю, она продолжает мою мысль. Я больше не создаю образ мира. Мир создает мой образ. Я иллюзия. Мир больше не ждет моего взгляда. Я исчезаю раньше, чем успеваю осознать себя. После всех образов, всех знаков, всех систем, после меня заканчивается и реальность. Потому что реальности без меня не существует. Человек не открывал реальность. Он придумывал реальность. Не концепции рождаются из мира. Мир рождается из концепций. И все вокруг — не отражение реальности, а ее замена. Наш мир — это поток последовательных смыслов, в котором каждое понятие, каждый образ — формула веры. Мы живем внутри собственной идеи. Мы нарисовали действительность из хаоса. Поверили в то, чего нет. Государство, деньги, родина, любовь, идентичность. И это стало реальностью. Мы построили мир из знаков, понятий и правил. Каждый новый шаг не приближал нас к реальности, а уводил глубже в сторону все более сложной иллюзии. И если изменить свое представление о человеке, мир снова исчезнет и соберется заново. Раньше мир держался на Боге.
потом на человеке. Теперь на формуле. Если формула изменится, мир исчезнет и соберется заново. Мы больше не живем в мире. Мы живем в воображении, в коллективной, контролируемой галлюцинации. Мы не открываем реальность, мы ее создаем. И создаем ее из идей, в которые когда-то поверили. Мир — это не объективная реальность, это интерпретация реальности, вымысел, ставший системой. Что такое один? Это понятие не определено, так же, как понятие множества, плюс или минус. Что такое сознание? Что такое пространство, масса, материя? Все остальное определяется через эти фундаментальные понятия. Но они сами не могут быть определены ни через что другое. Никто не знает, что на самом деле это такое. Ни одна система не может доказать собственные основания. Наука ничего не сообщает об абсолютной истине. Любая реальность начинается не с доказательства, а с интерпретации абстракции, с веры. Кажется, что реальность — это то, что вокруг, что мир вовне. Но все фундаментальные вещи, на которых базируется наш мир — математика, физика, логика, экономика — они бездоказательны и представляют из себя абстракцию, философию. Мир не то, что есть. Мир — это то, как ты его интерпретируешь. Он не существует без философского основания. И если это основание изменить, изменится все. Мы живем не в мире. Мы живем в идее мира.